На данный момент игрок Conquer's Blade насчитывает всего 5 конины синего ранга: нукеры, хорчины, кавалерия Кардока, вольные всадники, рейтары-пистольеры. Знаете, я подготовил материал, все записал, уже принялся монтировать старые футажи, но решил все-таки дождаться синего этапа сезона и все еще раз перепроверить на деле, так сказать. И не прогадал, ведь, как оказалось, очень много изменилось, в связи с чем мне пришлось буквально переделывать видос с нуля и корректировать информацию о том, как же теперь играются синие кони, какие способы прокачки на них существуют и какие трактаты стоит им инхрустировать в этом ролике. Вы на канале Лорда Говарда, поехали! Начнем с печального, а именно с двух конниц монгольского сезона, и да, многие из вас знают, что на данный момент нукеры и хорчины потеряли свою актуальность на фоне зеленых аналогов в лице конных лучников и зеленой кавы с мечами. Но мы же с вами надеемся на лучшее, и вдруг их оживят, поэтому кратенько по ним пройдемся. Нукеры — мобильная кавалерия с мечами, которая любит большие пространства, поэтому в осадах сильно страдает, имея огромный минус в лице никудышных параметров защиты и здоровья, обречена на чардж в один конец, где половина отряда отправится в мир иной, так и не достигнув цели. Однако базовые параметры скорости и урона для синего этапа сезона у нее не так плохи, что позволяет при должном лавировании заходить в спину оппонентов и выигрывать в мобильности. В своем арсенале имеет натиск, в котором, к слову, достаточно неплохо себя показывает, в отличие от другой кавалерии своего типа, и играется только от него. Перейдем к прокачке. Качается эта кава вверх для использования в осадах. Для извращенцев можете попробовать вкачать вниз и погопать, но не думаю, что у вас получится это хорошо сделать. По трактатам есть несколько сборок, в основе каждой из них лежит 3 трактата: здоровье и защита от проникающего урона от фиолетового тира минимум, а также гроза отрядов и убийца героев. Остальные же 2 слота опциональные, и чаще всего это рубящий удар, который добавит урона к натиску, и синий тапок для скорости. Однако рубящий удар вы можете заменить атакой в конном бою, если будете выцеливать кавалерию, если лучников, то трактатом о защите от стрел, а если же будете бить пехотинцев, то уникальный трактат кавалерии с мечами. Да, практика нынешних боев заставляет вам заранее выбирать цели для нанесения урона, но не думайте, мол, это сильно изменит вам погоду. Чаще всего это дополнительный буст, заставляющий выигрывать бой 1 на 1 при хороших навыках управления отрядом с вашей стороны или забрать больше определенных юнитов в общем замесе, и не более. Если не хотите париться, просто оставьте рубящий удар. В этой сборке ваша тактика заключается в том, чтобы дать хороший чардж в спину, так, чтобы вас никто не застопал, и все. Не давайте натиска в лоб, не залетайте в стрелков, если там есть аркебузы. К слову, ни на одной синей коннице лучше этого не делать, так как аркебузы — это смерть. Бойтесь алебард и пик. Не старайтесь паровозить, нукеры слишком хилые для этого дела. Если уж решитесь, то делайте это очень аккуратно, по краешку замеса в построении клина. Вы можете ставить и более редкие трактаты, но поверьте, оно вам не надо, чтобы понять, что нукеры того не стоят. Ну а для богатых юзеров на трактаты 3 последних из сборки можете заменять общими трактатами на защиту, такими как снабжение, защита и здоровье и все виды защиты. Разберем хорчинов, и слов здесь будет еще меньше. Если нукерами при желании еще можно худо-бедно отыграть, то эта кава вообще противопоказана всем, кто на нее смотрит. Проблема хорчинов заключается и в скиллах, и в статах, что сводит все шансы кайфануть от отряда на нет. Во-первых, у них очень медленная скорость стрельбы, во-вторых, никудышная точность, особенно в движении, что странно, это ведь конные лучники. В-третьих, супер маленький дамаг, в-четвертых, слишком тугое ИИ управление. Их скорость, которая побольше, чем у зеленых, например, не будет казаться больше из-за того, что они пытаются держать свободное построение даже в движении, когда зелень не брезгует сжиматься в кучу. Ну и в-пятых, дальность стрельбы. Чтобы просто пострелять по противникам, вам необходимо буквально к ним прижаться. И если вы думаете, что это все беды отряда, то вы еще не видели их скиллов. Первый скилл выпускает бронебойные стрелы, увеличивает кучность и урон, но из-за того, что хорчины выпускают один залп за 5 секунд, это просто не имеет смысла, а эта кучность, наоборот, фейлит и без того никчемную точность, к тому же сжирая ваш боезапас в геометрической прогрессии. Второй же скилл заставляет их кружить над областью и стрелять в ее центр, и задумка на самом деле неплоха для гопа на глобальной карте, но вот реализация оставляет желать лучшего. Вкупе с их туповатой скоростью и малой живучестью, а также дальностью стрельбы на уровне вытянутой руки, противнику не составляет трудности разбить этот хоровод позора изнутри, сделав всего лишь один шаг вперед. Я лично надеялся, что картину можно улучшить трактатами, но нет, даже самые топовые трактаты не способны вывести этот отряд в играбельность. Если все же хотите ими пробовать играть, то не кастуйте второй скилл, качайте отряд вверх, а трактатами бустите защиту и скорость стрельбы. И лучше еще себе кроличью лапку повесить на шею и в бубен постучать, чтобы наверняка. Мое мнение,
нет, даже если выйдет мастерство, оно глобально вряд ли сможет что-то изменить. Здесь необходимо полностью переработать отряд с нуля, а на данный момент они больше импакта принесут, достав мечи, чем стреляя из лука. По-моему, в одном из своих топов я говорил о том, что чарджевая конина сейчас переживает не лучшее время. Так вот, кавалерия Кардока не исключение. Я перетестил всю конницу, и знаете, такое ощущение, что перед добавлением новых рун для героев, которые бустят отряды, урон от чарджа для натиска конницы сильно урезали, причем для всех. Также более корректно стали работать аркебузы, и они нещадно стопят любую конницу почти со 100% шансом. Поэтому кавалерию Кардока лучше брать только в том случае, когда вы прогнозируете бороться исключительно с пехотой, потому что да, в этом плане она тащит при должном управлении. Кстати, о нем. У этой конницы имеется аж 3 натиска, юзнув первый, открывается второй и третий, то есть эта конница способна провести 3 поочередных натиска за раз, но тут есть нюанс. Каждый из этих натисков активирует пассивку набор силы, увеличивающую урон от натиска за его продолжительность, чем символизирует своеобразное мигание юнитов, где третий по счету миг будет говорить о максимальном наборе урона. И эта пассивка не стакается от натиска к натиску, то есть каждый новый юз натиска сбрасывает накопленный эффект от предыдущего, набирая стаки по новой. Поэтому юзать их не всегда хорошее решение, и иногда эффективнее просто провести один чардж, но с максимальным набором силы. По статам стоит отметить, что это хорошо защищенная конница в рамках синей эры, а также одна из самых быстрых чарджевых конниц с копьями в игре. Поэтому может хорошо справиться и с тем, чтобы пропаровозить пехоту по возвращению к хозяину после натиска. Имеет один вариант построения клин, что упрощает геймплей, а также всего один вариант прокачки. Теперь к трактатам. Исходя из того, что конина и так имеет 3 натиска, бустить его кулдаун не имеет смысла, она просто не переживет столько. Поэтому родной трактат ускорения и уникальный трактат кавалерии с копьями 3 не рекомендую для установки. Так как мы играем через чардж, чтобы бустануть урон со способности, вставляем грозу отрядов убийцу героев стандартно, следом обязательно уникальный трактат кавалерии с копьями 2, так как защита в натиске работает для всех его типов, здоровье и защита от проникающего урона, на мой взгляд, необходимый трактат, так как проникающего урона очень много на синей эре, и шлифуем это все синим трактатом на скорость. Хоть он и не сильно ее забустит, всего на пол единицы, при натиске процент скорости умножится и получится достаточно резво, что добавит удобства в управлении. И поверьте, это базовая бюджетная сборка одно из лучших решений для этого отряда. В дальнейшем, как у вас появится трактат Атака 4, это следующий грейд трактата на защиту в натиске, вставляем ее, а синий трактат на скорость заменяем уникальным трактатом кавалерии с копьями 1, чтобы увеличить урон с натиска. Однако, если вы уж сильно богатый парень, и вам некуда девать трактаты, очень советую вместо него поставить буйство. Этот трактат активирует счетчик пораженных юнитов. Чем больше вражеских юнитов задеты эффектом натиска вашего отряда, тем больше урона нанесется следующим юнитам в течение 3 секунд. С ним эта кавалерия заиграет новыми красками и станет куда мощнее. И еще раз напомню, натиск делайте только в пехоту, в пачке стрелков постоянно трутся аркебузы, а вражескую конницу слишком трудно поймать даже с учетом 3 натисков. Если собираетесь давать несколько натисков подряд, кидайте их с большим запасом и следите, чтобы ни один ваш конь никуда не врезался, иначе натиск становится по инерции. Но рекомендую не брать крутые развороты, а корректировать 2-м и 3-м скиллом направление натиска по ходу его движения, если цель пытается вас мансить или убегает. В иных случаях, если удается пройти натиском насквозь, можно 2-й натиск пустить в обратную сторону по направлению к вам. Перейдем к вольным всадникам, и тут я выскажу свое мнение, которое, уверен, многим не понравится. С учетом того, что их очень сильно понерфили, отряд больше про противность для врага, чем про киллы. Он реально способен выбесить, но не более. Чтобы он принес вам фраги, им нужно достаточно долго отыгрывать из бэклейна, очень хорошо управляться и мансить, отыгрывая преимущественно от плюсика на карте в непосредственной от него близости. Так как на синей эре бои часто развиваются стремительно, простора для применения этого отряда не так много, хотя сам он по себе очень кайфовый. Разберем скиллы. Горящая степь позволяет кинуть горящие дротики в указанную область, после чего те взорвутся с задержкой в 2 секунды, нанося дробящий урон в небольшой области от себя. Но из-за пассивки ненадежное оружие, они могут попросту не долететь, кинуться не в том направлении, или часть из них не взорваться. Однако шансы попадания, конечно, можно увеличить, кидая копья слегка за зону применения, размещая прицельную область слегка перед целью. Ведь если вы ломаете дальность броска этого скилла, то те копья, что по задумке не должны долететь, будут кинуты отрядом в ближайших вражеских юнитов направленно, а сам бросок осуществляется настилом, что часто приводит к перебрасыванию дротиков за прицельную область. Но так
так тоже работает не всегда, и вам потребуется время, чтобы наловчиться и нащупать для себя эту зону соприкосновения. Благодаря пассивке сборщики, при попадании по юниту обычной атакой вольных всадников горящая степь нанесет повышенный урон, то есть перед броском этого скилла стоит немного пострелять автоатаками. Стремительный рывок — это второй скилл отряда, после прожатия которого они кидают горящие дротики перед собой в ближайшую цель, при этом повышая показатели своей защиты и скорости передвижения на незначительный процент. На 10 секунд и входят в ближний бой, хаотично бегая по полю брани. Также за уничтожение юнитов в поле действия этого скилла отряд восполнит часть боезапаса. Прокачка отряда будет преимущественно вниз, так как она бустит как горящую степь, основной скилл от которого отряд играется, так и дальность, точность автоатак с боезапасом. Однако верхняя ветка повысит крит шансы, бустит урон по всем типам, включая урон по щитам. Перейдем к трактатам. Так как отряд наносит все типы урона, в том числе играется от скиллов, хорошим решением будет вставить грозу отрядов убийцу героев и родной трактат воспламенения, снижающий кулдаун горящей степи на 4 секунды. Трактат урон дротиков повысит нам боезапас, что для застрельщиков хороший буст, и повысит урон с дротиков, что является приятным дополнением. Пятый трактат опционален и может вместить в себя как редкий трактат застрельщика для буста боезапаса, атаку дротиками для пробития блоков или обездвиживание, которое даст небольшой стагер врагу при попадании по нему автоатакой. Однако, так как проникающая защита страдает, а также из-за разности дальности стрельбы, лучники являются серьезной угрозой для вольных всадников, и можно воткнуть защиту от проникающего урона или вставить трактат о защите от стрел. Если же вам не хватает урона, можете вставить уличный бой, а если скорости, не лишним будет и прожимной фиольный тапок высокого тира для удобства и мансов. К этой сборке не советую вставлять родной трактат метания, он повысит вашу скорость атаки, соответственно и скорость расхода боезапаса. А отыгрывать будем следующим образом. Кидайте первый скилл и после того как дротики кинуты, прерываете его, нажав на X. Далее дожидаетесь их взрыва и кидаете горящую степь. Повторяйте эту манипуляцию, не сближаясь с врагом, спамя огненной заразой. Да, боезапас из-за прерывания второго скилла вы не восполните, однако его можно юзать даже с нулевым боезапасом, и они все равно кинут дротики. А сближение с противником для восполнения боезапаса вам понадобится только в выигрышном файте, так как риск потерять отряд очень велик, когда он сражается в ближнем бою, и иногда лучше восполнить боезапас через плюсик. Если вы хотите отыграть через автоатаку и просто стрелять, изредка покидывая горящими дротиками без запар с управлением, то тогда ставьте этот трактат, а остальные заменяйте на все трактаты для застрельщиков, такие как ранее упомянутая атака дротиками, урон дротиков, уникальный трактат застрельщика 2, обездвиживание. В построениях советую больше использовать F1, так как отряд банально стоит кучнее, что удобнее, но против дальнобойных целей советую использовать F2. И последний на сегодня рейтары-пистольеры. Пока самый профитный отряд конницы синей эры, имеющий самые большие статы по ХП и защите, при этом обладая кучным и большим моментальным уроном. Вкупе того, они могут сражаться на средней дистанции, не боятся сближаться и обладают навыками аркебузов, что даст им огромное преимущество против вражеской кавалерии. В их арсенале есть скилл Рев Пороха, основной, к слову, который заставит отряд подойти впритык к противнику и разрядить в него заряд выстрелов с пистолей. Он имеет два заряда, которые отображаются в левом нижнем углу над полоской ХП. Между применением кулдаун идет 4 секунды, но когда вы израсходуете оба заряда, пойдет длительная перезарядка в 30 секунд. Пропадут автоатаки с пистолей, но через 30 секунд появится снова два заряда и снова можно будет постреливать. Индикатор длительной перезарядки отображен в виде пистоля в левом углу экрана. Второй скилл, разрывной удар, позволяет рейтарам достать клинок и сблизиться с врагом, хаотично носясь взад-вперед. И в принципе ничего особенного. С веткой прокачки разраб решил также не заморачиваться, поэтому перейдем сразу к трактатам. Тут все очень просто, как минимум 2 слота обязательно забиваются родными трактатами приливная атака и стрельба на расстоянии. Далее гроза отрядов и убийца героев и защитный трактат для аркебузов дисциплина. Если у вас есть трактат оружейный огонь, можете поставить вместо убийцы героев, например, он даст хороший буст в конном столкновении, а по геймплею в идеале юзайте второй скилл, дожидайтесь 3 секунды и разряжайте первый скилл во врага, так как синергия двух родных трактатов даст так максимальный импакт. Однако ситуации не всегда благоволят такому раскладу, и если вам удалось зайти в спину врага, не
непременно воспользуйтесь первым скиллом. Если у вас есть фронтлейн, можете покататься позади него, постреливая автоатаками с пистолей на средней дистанции, прикрывая тылы от канины, которую рейтары с легкостью перебьют. Если же вас не устраивает возможность сближения с противником, то есть игры с применением второго скилла и хотите только использовать первый, отряд это допускает, и тогда меняете трактат приливная атака на любой трактат с бустом вашего урона. Исходя из характеристик, бустить лучше не пробитие брони, а сам проникающий урон. Отряд несложный и веселый, и сказать тут больше нечего. Итак, по старой схеме 100 лайков, новый ролик про фиольных коней. Обязательно подписка, если видос вам был полезен, хоть немного, понимаю, что отряды не такие сложные, трудно что-то про них не знать, а также комментарий, если я вдруг что-то забыл или упустил, или вы просто хотите что-то предложить или дать отзыв. Кстати, прошлый видос по алебардам был скорректирован в описании именно благодаря вашим правкам в комментариях, а недавно мы разыграли Battle Pass на бусте. Помимо того, что я туда выкладываю еще и записи некоторых тестов, можно иногда залутать вот такую халяву. Переходите, подписывайтесь и просматривайте эксклюзивный контент. А нынешним спонсорам канала огромное спасибо, я живу благодаря вам. С вами был Лорд Говард, покеда.